С Александром приехали на окраину Лопуховки, буквально тут километра 2-3 от границы поселения, и здесь небольшой карьер. И вот оказывается, что здесь, в этом карьере, несколько десятков лет назад была сделана удивительная историческая находка. Пойдем вниз, там, во-первых, ветра поменьше, нас задувать не будет. И расскажи, что здесь было найдено. Ну, в 90-х годах здесь брали песок, ну, для каких-то построек. Вот. И из одной из этих, как на стен, ну, можно сказать, ну, стенок, получается, да. Вот вывалился долбленный деревянный гроб. Вот. Что было очень интересно, что в гробу лежал человек, ну, немножко больше, ну, да даже, наверное, не немножко больше, чем, ну, обычный человек. То есть его бедренная кость, вот, была человеку до пояса. Вот, ну, соответственно, если бедренная кость была до пояса, то есть полная нога, ну, может с меня ростом, он был, может быть, чуть-чуть повыше, вот, ну, был огромный человек, вот. Ну, свидетелей этому, ну, к происшествию было довольно много, очень много свидетелей до сих пор живые, вот. Потом этот скелет его просто собрали и, ну, его где-то здесь его захоронили. Точное место я сейчас сказать не могу. Вот. Где-то здесь его захоронили. Самое интересное в том, что череп этого, от этого скелета один из местных забрал. Ну как говорят. Вот, потому что, ну, я с Ромкой общался, он говорит, нет, я, говорит, у отца его не видал. Вот. То есть все говорят то, что забрал один человек, ну и все равно, говорит, мы его, говорит, не видели. Вот. И опять же, вот, как вот говорили очевидцы, то, что у этого черепа были вставные, зубы, да? Угу. Вот, вставные зубы. Вот. Я копался, мы с другом часто приходили сюда всякие камушки искать, ну, в детстве, вот, там со всякими ракушками еще. Вот. И вот в этой вот горе, вот в этом углу горы, вот, я нашел каменные бусы. Вот, эти бусы у меня, ну, они были очень долго, то есть они были такие интересные формы, то есть они как бы были сделаны из, я не знаю, или из позвонка какого-то животного, или из чего. Вот, ну, они такие вот кругленькие были, и в нем были просверлены как вот лепесточки, вот 5 лепесточков. Вот. И одна из бусин была сделана как бы из ракушки, такая крученая маленькая ракушки, она была как просверленная насквозь. Ну, я эти бусы несколько лет носил на веревочку, потом у меня веревочка перетерлась, и что, ну, я их потерял. Или одна или две бусы где-то в доме валяются, может быть, если найти, я потом смогу показать. То есть я так думаю, что если здесь заняться раскопками профессионально, можно найти много интересного. Да, здесь можно много интересного найти. Ну, то есть, получается, люди здесь издавна жили испокон веков. Слушай, ну получается, что ты же нашел каменные бусы в толще песка. Ну как в толще песка? Ну, может, я даже покажу, вот, как я их нашел. Пойдем посмотрим, пойдем. Нет, я к тому говорю, что если они находились в массиве песка, это же, получается, раньше было дно древнего моря. Ну да. А вот, кстати, смотри, а чего это тут за артефакт у нас лежит? Кусочек черепицы, что ли? Так специально как будто, посмотри. Кусочек черепицы какой-то, да. Тут так походить, наверное, много чего интересного можно отыскать. Вот мы сейчас вот поднимемся, где вот гора с песком. Там очень интересно даже покопаться. Прям в самом песке. А здесь у вас, получается, все на песке стоит? Ну, как бы, да. Здесь чуть дальше меловые отложения, меловые горы. Да. Песок. Плюс я лазил, да, вот по песку поднимусь и потом давай расскажу, точно место, где я лазил, нашел. Вот, то есть вот эти вот бусы я нашел, ну, примерно где-то вот здесь вот. Вот, я лазил и, получается, вот так вот они лопали, и они высыпались. Вот так вот. И я их себе забрал. Вот, тут много всяких камушек, тут всего полно. Вот если, ну, может, вон протесtant камушек посмотреть, там тоже можно много чего интересного увидать. Вот, вроде бы степь,
где не было никаких гор, и в то же время вон и гранит, и все. Ты знаешь, такое ощущение, что мы на месте очень древних выветриваемых скал находимся, гор. Много всяких камушков. А вот сейчас покажу камушек. Вот хрен валяется. Ржавый аж стал. Да он и ржавый. И у него вон, я не знаю, какие-то прожилины. Вот, ну не знаю, может он какой-то железный или что. Медистый песчаник какой-нибудь. Ну, Геологи точно знают. Может быть, да. Вот, потом тут, как они? Попробую найти, показать. С отпечатками растений? Да, ну вот. Да, слушай, смотри-ка, какая прелесть. Палеонтологическая находка фактически. Вот. Слушай, а. Вот, потом. Вот. Слушай, тут походить можно, наверное, Да тут сейчас за 5 минут. палеонтологическую коллекцию собрать. Тут сейчас за 5 минут можно ее собрать. Тут самое главное сейчас вопрос вот немножко поискать, тут их куча таких камней. Ну, я не знаю, чуть-чуть такой, просто слипшийся какой-то. Лава, не лава. Но это надо геологам показывать, они-то точно скажут. Вот тоже какая-то фигня, камень, не камень, не знаю. Камень, порода какая-то. Так, у меня сейчас, по-моему, это начнется. Как это называется? Золотая лихорадка. В плане того, отпечаток найти палеонтологический какой-нибудь. А, да, Николай, да сейчас, если можно, давай сейчас поищем. Тут полно таких камней. Тут же пальцы бывают каменные, как они называются? Что, пальцы? Да. Их тут полно. Вот тут их полно. У меня сын и вот собирал, и вот такие вот, и вот такие вот. Так, сейчас этот на видное место положим. Я его перезаберу в коллекцию. Ну тут дрянь какая-то дофига. Вот, по-моему, вот этот вот камушек, вот тоже. Какой-то большой камень, тут куча всяких отпечатков. Ты все рассказывал. Ты. Ну, Сережка, друг мне, вот он говорил, говорит, он, когда Говорили, мне что это- ты с этой костью Да ходил, не нет, обманывай. Нет, Саша, я и в руки не брал, я и не видал эти кости. Он мне сказал, говорит, у него золотой зуб был. Вот там труп его назвать или что. А я сам не видел. Гроб я видел, он как песок взял, и он спустил сверху, сполз. Вот. Гроб а большой. череп этот Аверьянов утащил. Ну, не знаю. Но он, Сережка говорит, там золотой зуб был. А гроб-то большой? Да, гроб большой. Ну сколько? был. 2-3 метра? Да, ну, сколько обычно такой вот? Ну, побольше, 2 метра, наверное, больше. То есть больше 2 метров, то есть как бы побольше с обычного Да, человека. обычно, конечно, больше. И он был сам наверху, ну, а песок, когда взяли, он спустился. Ну, как обычно, наверное, закапывали. Вот. И он спустился сюда, и он, трактор так вот стоял, а он вот так вот гроб стоял. Он, Сережка говорит мне, говорит, там, тут, я, говорит, видел золотой зуб. Ну, он или побоялся подойти к золотому зубу, или, может, выдрал его, не знаю. Так гроб-то закрытый был, что ли? А? Гроб Не, он рассыпался. рассыпался уже, весь, и конечно. оттуда кости посыпались, Да, получается. ну это он же рассказывал. Это ты бесук, я сроду в руки не взял бы эту кость. А вы потом только уже сам гроб видели, который да, там лежал? он там работал, песок брал, он в строительной работали мы вместе. А с костями что потом Не сделали? знаю я даже, я вот посмотрел и все, даже и не знаю, куда что делалось. А там гроб-то какой, долбленный был или вот как обычный из досок? Да, обычный, ну, конечно, наподобие долбленного он был. Но он рассыпался, он, видать, давно уже был. Он рассыпанный. Его ни крышку не видать, ничего. Он как сполз сюда и это. А это вот если вот на карьер смотреть песчаный, справа, слева? Вот в карьер заходишь, Ага. вот с правой С правой стороны. С правой стороны вот тут, ну, чат. Она, может, там круче это осталось, я не Лучше знаю. остался. Да? Да. Ну, вот он как и взял, как... И он А вот куда закопали,
Не знаю я. А он, получается, достаточно высоко был. То есть он как... Ну, как обычно, вот на 2 метра закапывает. Ну, то есть метра или 2 как-то. от земли. Ну, в черной земле. Там она же черный, там, по-моему, глин идет, а потом... Черная земля, там она восток все. Да. А потом... Вот там примерно вот здесь- так он и был. Так. Да. И он сверху сполз. Он круче как обвалился, этот песок. Он подобрал песок. И он раз и прям сполз аккуратно. И вот на нем так. были каменные бусы, типа ромашки. Чё? Каменные бусы были. Ну не знаю. Ну, мне Сережка, я его вот так фактически... а Сережка говорит, я, говорит, видел золотой зуб. Ну, все говорили, что фиксы вставлены были золотые фиксы. Да. Но при этом все равно скелет-то, получается, большой достаточно был. Ну крупный. да, ну нормально. Ну, они сейчас он по 2 метра, по 2 с лишним люди есть. А тут у вас, говорят, в 60-е годы еще Это больших он- людей откапывали, не знаете? Это вот мне по полю рассказывал, она с 11-го года. Вот. Она говорит, девчатами мы были, ну, может, лет по 10 им был. Кого-то там хоронили. А когда старые ямы, это выкопали могилу, ну, по 4 человека же Ну да, положено, ну да. больше нет. А там 4 гроба. И вот последний гроб, она вот я точно говорила, он долбленный, и кости видно, говорит, вот такие вот кости были, говорит. И, говорит, длина страшенная, мы, говорит, таких никогда не видели. Мужской вот это. Это вот в Лопуховке. Ну значит, да, это хоронили. рассказывали, вон Юрки Додонова брата, Гришку хоронили, тоже в могилу попали, говорит, кости как лошадиные. Вот, и это она говорит, это я вот помню точно, говорит, ну в девчатах она, говорит, ну девчата им были, говорит, долбленный гроб и очень большие кости, говорит, таких Не было. не было, говорит. А это я что, я кости в руки не брал, ты что, Миш, я ради их возьму, что ли? А это когда это было? Лет 20-30 назад? Ну, когда? Нет, это было в 90-х годах. Ну, лет 30 назад. Когда он на экскаваторе работал? Вот в 90-х годах совхоз был на последнем дыхании. Да, вот он на экскаваторе. Это где-то в 93-м, в 94-м, Он в 95-м. после годах. Селезнева, или Селезнев после работал. Он после Селезнева работал. Ну вот в этих годах. Вот. Вот. Он на экскаваторе работал и песок грузил. Это совхоз был на последних порах уже. Да. Совхоз или уже общество было? Совхоз на последних порах Совхоз был. был. Да. Ну, кроме совхоза еще в этом, сельхозкооператив превратил. Нет, это еще... А может быть и кооператив был Ну уже. да. Что-то типа... И там потом там, получается, перестали уже потом песок-то добывать. бросили, Не, да, карьеры Нет, бросили. ну как, ну берут вот сельский совет. Вот, Нет, берет, уже там. отсюда не берут. Не берут? Уже бросили, дороги нет. Берут вон в Березовке, в этой в разрытой горе. Не знаю. Ну я на Сейчас мотоцикле возят ездил, откуда-то прошлый отсюда, год а? брал. Бегал, сусликов выливал, там окопы были, вот эти ямы, помнишь? Ну, они там и никуда не Да, делись. вот. А так вот, чтобы там ни крестов не было никогда. Никогда сроду. там ничего не было. Там не было, я не помню. Это уже, это давно-давно было, давно. Ну, неужели тогда были золотые зубы? Я не пойму. Это Вот. сейчас Это не- кино идет, вот это, улица разбитых фонарей, там называется «Белый карлик». Там тоже экскаватором рыли и гроб нашли. И сейчас вот сразу подъехали к тебе, Ну, сразу вот- спрашивать вот начали. и долбленный, большой гроб. Ну, вот гроб я видел, и там эти, а так, чтобы в руки я брал это бестолково. У меня вот это вот, представляешь, пришла и на тебя, я говорю, я его увижу, елки-палки. Наташка. А кто кости-то в руках таскал? Да про него говорили. Про меня Так, говорили. а тогда, а вы говорите тогда, А кто... Вовка Ежов там был. Может, он, Вовка? Вовка, вот Вовка, ты говоришь, что дрон, говорит, таскал с этой костью, говорит, как с батьком ходил. Да ну, брось. Я бы ее и в руки не Ну, взял. это не Так, тут прям Саня. детектив получается. А? Тогда, значит, а кто откапывал тогда? Тот его нет, он умер уже. А, Ну, умер, Они Сергей. умерли. И тот, кто череп утащил, тоже умер, нет их. Ну, Во, получается... Видишь? Они молодые, их Значит, нету. я кость не брал в руки, если я живой. А это Так кто вот. череп забрал, и кто раскопал, и они умерли, их нету. Они молодые умерли. Но он, Сережка, тоже не хотел его откопать. Он работал. Ну да. Он песок как подкопал, подобрал, на грудь обвалился, он сполз. Прям Я все это вот я трактор прекрасно так знаю. стоял, вот так вот он у заднего колеса вот так вот лежал. А вот я что-то не помню, или я
попал туда или Баранев, я пас. Баранов ты именно пас. Вот, Баранев Да, пас. Баранев Я ты на пас. Это я гаятнике точно тебя работал, на знаю. племенных, на племенной скотине. Вот поэтому я туда и попал. Да. А вот сейчас мы, получается, к этому проволоку идем, где Где великан? кости выкопали. Да, вот Мужчина и женщина, насколько я мужчина- помню. Девушка, говорит, девушка. Именно девушка. Говорит, коса была. Коса, говорит, была. 2 метра, говорит, была коса. Вот как он сказал, мы сейчас будем точно, слово в слово я иду. Вот под этой дорогой. Вот дом. Дом-то заброшенный, что ли? Да, вот сюда брошен. А кто тут жил? Неизвестно? Здесь? Да. Чего вот неизвестно? Чернышов уже Вообще весь зарос. зарос. Вот дом кончается, вот как светит дом. По-моему, А, дом вот его и кончился. не видно тут. Вот дом кончился, да? Посчитаем так. 1, 2, 3, 4, 5. Или от дома. Вот. Короче, вот здесь под нами. Он говорит, как дом кончится, как дом кончается, 5 шагов. Здесь лежит девушка. Вот выкопали. Коса 2 метра, говорит, но она до пояса была у нее. А, пацаны обратно. Да вот они, эти пацаны, они задолбали. Дуя по-русски. Вот. Девушка. А здесь вот где-то лежит мужик. Он говорит, чуть рядом. Они говорят, 2 могилы рядом. А, так вот, кстати, как раз конец дома-то. Вот она и стена от Нет, дома. нет, сарай, это уже сарай. А, это сарай Нет, уже. это сарай. Он говорит, как дом кончается. Ох ты, а сарай-то как, стена хорошая какая. И когда, говорит, а у мужика, говорит, в плечо попал экскаватор. И говорит, когда вот эта рука, Угу. говорит, кто не пробовал, говорит, руки не хватало, что вот эту кость. Это вот здесь, вот, прям. Прям под нами. Прям под нами, прям, говорит, под... Ну, она вот трасса, где она идет, вот на колонку. И Угу. прямо они как трассу копали, и вот они здесь выводили. То есть тут сейчас под нами труба идет, вот эта водопроводная. Водопроводная труба и Ага. могила здесь. А может и дальше они идут. И получается, как вот говорили, и дальше вот туда, вот И это кладбище кругом идут. Вот детский садик, строили кладбище, и туда выше кладбище, и туда еще выше, и вот до самого до горы туда, на горе. Это все идут снизу от нас, оттуда кладбище. Неизвестно чьи. Неизвестно чьи, да. Интересные места у вас. Тут и великаны, и вот Все так. тут. Все тут есть. Будем разгадывать. Как по имени отчеству? Валерий Григорьевич. Валерий Григорьевич. Да. Алло. Валерий Григорьевич, здравствуйте. Мы у бабы Кати сейчас, Николай Субботин, из географического общества приехали. Хотел вам, если у вас здоровье позволяет, пару вопросов задать. Можно ли? Не время сейчас. Вообще не время, да? Я не могу. Не можете, да? А когда перезвонить лучше? А? Что? Вы ему Когда- громче, он не Когда слышит. перезвонить лучше? Когда лучше перезвонить? Ну, я не знаю, когда. Завтра. Завтра. Ну хорошо, я вам завтра тогда перезвоню. Хотел вам вопросы задать. Как вы много лет назад видели, как кости великанов-то откопали в Лопуховке? Ну, я не знаю. Сейчас дело не... Я болею. Я понял. Ну хорошо, я вас тогда завтра наберу, как вам получше будет. И, может, вы скажете. Здоровья доброго вам и поправляйтесь. Ну, понятно. Ага. Вот. И где это было? Событие, Григорьевич, расскажи нам, пожалуйста. Ну, то, что я увидел, да? Да, да, Ну, да. между, в общем, возле дома, Чернышевского дома. Угу, угу. Чуть-чуть,
как бы, ну, метров, может быть, 5 повыше от Повыше. дома, от линии дома. Мгм. Повыше, вот на этом проулке, на проходе. Прямо на дороге, да? Да. Вот. И там копали траншею, да? Траншею копали вон с этого, от нефтебазы, там первые скважины делали. Что. Мгм. И водопровод тянули сюда в Лопуховку. И Мгм. вот дошли сюда вот. А я говорю, я сейчас не помню, где я был, как я туда попал, не помню. Но Мгм. что-то такой Шумов пошел, о, пойдем посмотрим, пойдем. Ага. А Чернышов, он такой был тоже, как и Мишка, Заводной. да, любил Все эти вещи, да? привлекать что-нибудь. А. Вот. Ну и пришел я, как раз вот, как копали траншею, Мгм. как раз поперек получилось, ну она траншея шла с севера на юг, Ага. а гробы-то все время сроду кладутся с востока на запад. Да, да, да. И вот был разрезанный ковшом этот гроб, не Ага. один, а два даже. А уж сейчас вот я не помню, к ногам ближе или к рукам ближе. Ну, Мгм. факт то, что вот попалась вот эта вот берцовая, что ли, или кость. Нет, Ага, вот ага. кость вот эта вот. А. Больше я ничего не помню. И еще нет, еще кое-что есть. Или эта вот кость. Мгм. Ну, здесь две, здесь две кости, а здесь одна. Мгм. Так вот эта вот кость. Я говорю, о, гляди, какая рука-то здоровая была. Ну, примерно вот до кисти на моей, я Мгм. примерил так эту кость, вот до моей кисти. Вот. Не до Большая локтя, какая. как она положена, а вот до кисти, вот такой большой. Намного больше, да. Это гроб долбленый, О, долбленый даже. да, не, Мгм. ну, не сбитый, а М. целый. И целый прям был, да? Из, Он. Ну, из дерева выдолбленный, ага, ну, ага. колоды, что ли, кто Ну, я поняла, поняла. Мгм. И вот он, значит, они хватили, но ни голову, ничего не Мгм. было. Вот только вот эта вот кость одна. Тут сери- Да, ага. ни позвоночника, ни ребер, ничего не было видно. М. Ну, если бы знали, что поискали, там, а то экскаватором копали, выкинули, копали, выкинули, оно там и засыпали все. Ну, вот эту вот кость, и, ну, примерно какая она толщина, ну, может быть, ну, как, что, сантиметров 6-7, вот так вот толщины она. Мгм. Большая. Да. Да. И Мгм. рядом, ну, как это тоже, как зацепили это, вытащили, коса девочки. Мгм. Ну, решили тогда это, значит, отец с дочерью были похоронены. А. Волос целый еще был.